Дорогие друзья, вместе с видеокомпанией RuVision Media мы представляем вам фильм о том, как дядя Миша Кокляев травмировался. Всем приятного просмотра. С вами дядя Миша Кокляев. Тоскливый год вообще получился. Много было событий, много было интересного, но в общем очень все грустно. Еще и много смертей разных таких, которые, в принципе, все это портит. Планы в этом году были грандиозные. Хотел выступить на Арнольд Классик, хотел выступить на Los Angeles Man, хотел поднять самый тяжелый шар на планете 251 килограмм. Хотел установить абсолютный рекорд России в становой тяге. Из всего из этого получилось только выступить на Арнольд Классик. Первая травма, которую я получил в этом году, это был Арнольд Классик. У меня был надрыв. Тогда я думал, что отрыв бицепса частично тоже. То есть оторвались волокна, которые, в принципе, уже можно не восстанавливать. Ну, как-то залечился более-менее. И потом Los Angeles Man. И на Los Angeles Man я травмировался, так скажем, окончательно серьезно, так что дальнейшие мои планы были уже полностью сорваны. Миша KGB Кокляев. Coco. Okay. Cocaine. Do you have this one? Okay. Cocaine. Professional strongman. Медикал. Мы проходим медосмотр. Bicep size. 62.5. Что такое 62? 62. What do you think about my urine? No drugs. Negative test. Negative test. Thank you very much. А кто-то там пишет, что я переел орбиты, сыра орбита. Лаури, как водичка? Водичка. Ну это хорошо. Я отучаюсь материться на самом деле, на публике. Меня просят: Михаил, перестаньте материться. Вот я, в отличие от вас, пытаюсь что-то делать. Hello, Mother Russia. Thank you very much. You're welcome. Now you are similar Russian too. You know what to know. Russian. Thank you very much. Не можешь спать, ешь. Я поел. На Viking Press я занял второй результат в группе, поднял 12 раз, можно было больше, но на 13 разу я потянул опять эту мышцу, которую я потянул, на жиме лежак, это 190 жал, за неделю до отъезда. Капец, блин, мне еще 3 упражнения, блин. Я честно не знаю, что делать. Ну что у вас, как у вас самочувствие? Жрать нечего, да?
Да, судя по вашему Денис Лесу, вообще все плохо. А если еще глянуть на Витаута, о, вообще щеки впалые. Ladies and gentlemen, from Russia, Mr. Koklyan. From the United States of America, Mike Jenkins. You can never hold me down. Can't hold me. You can never hold me down. Can't hold me. You can never hold me down. Can't hold me. Can't hold me. This is dope boy music, American dream. We let them choppers sing like that little nigga dream. No auto-tune unless I'm tuned. Когда я поднимал столбы, после подъема 4-го столба, я подумал, что ничего так страшного, я думал, что какой-то подвывих. Я думал, сейчас вот так тряхну рукой, он выпрямится у меня, и я пойду поднимать и 5-й. Доктор сказал держать руку вверх, чтобы синяк стекал сюда. На Finger Fingers я травмировал трицепс. Переместив всю работу на правую руку, потому что вчера я потянул грудь левую. Нагрузка легла на всю, на эту руку. Ну, потянул, короче, я там весь трицепс потянул. Жестко больно было, капец. Думал, что оторвал трицепс. Вот, ну, доктора посмотрели, сказали, что все хорошо. Ну, вот, сделали мы разные обезболивающие. Сейчас прикладываем холод. Завтра метание в высоту и камни. Хорошо! Хорошо, давай, Миша! Давай, еще один! Russian Power! Yeah! Перед травмой трицепса, наверное, дня за 2, за 3 на отборе же, на том же самом, на Strongest-Man, я травмировал сперва грудную большую мышцу, был надрыв, тоже и растяжение фасции мышечной. Ну, уже, грубо говоря, на второй день уже образовалась небольшая гематома. В принципе, я так и думаю, что это повлияло на то, что трицепс оторвался, потому что организм перегруппировался, то есть всю нагрузку брала на себя правая сторона. И вот, поднимая столбы, я эту часть купировал, а на этой части у меня была нагрузка основная. Травма реально была серьезная. При пальпации обнаружили, что у меня там не хватает чего-то, не хватало у меня одной из глав трехглавой мышцы плеча.
так скажем, оторвалась одна головка трицепса средняя, которая прикреплялась к локтевой кости. В итоге пришили только 25 октября. И шил я в Москве. Я доверил свою проблему вот этому доктору. Это заслуженный доктор России, хирург Алексей Александрович Балакирев. Зашили. 25 октября, месяц я ходил в Лангете. Лангету сняли 2 декабря. И вот уже с 12 числа я опять дома. До 12 числа проходил реабилитацию в городе Москва. Приехал, сейчас начал разрабатывать потихонечку руку. Ну, динамика меня, как всегда, радует. Однажды я в больнице лежал уже в Москве, и как-то и почитал книжку, и позвонил жене, что-то не спится, пошел, вышел, открыл окно в коридоре подышать воздухом, потому что я думаю, вот меня уже, наверное, стали забывать. И тут мне приходит ВКонтакте письмо от австралийского организатора соревнований по пауэрлифтингу. Михаил, я хочу сделать соревнования, назвать их Russian Kings, русские короли, на которых будут участвовать шоу такое, силовое шоу пауэрлифтерское, на которых будут участвовать легендарные спортсмены наши. Это Андрей Маланичев, Андрей Беляев, Кирилл Сарычев, Константин Константинов, ну и я. 5 ребят, которые собираются в 2014 году, 23 ноября, выдвинуться на прекрасную австралийскую землю с рекордными показательными выступлениями. Вот у меня пока что вот только этот конкретно старт у меня сейчас в голове. Арнольд Классик у меня, конечно, я не успеваю к нему подготовиться. Лига чемпионов начинается с середины марта. Ну, соревнования Лиги чемпионов, они более демократичные и малокровные в плане того, что там нет таких травм и кровопролития, как, допустим, на Арнольд Классик или на Улстон-Мисмен. Поэтому я планирую на острове Мартиника провести свой первый старт. Товарищ Акош Нать споет нам Катюшу на венгерском языке. По-венгерски. Давай. Ellopták az oroszok a tankot, benne volt a kombinát fogom. Bazd meg, Szergej, a jó kurva anyádat, hozd vissza a kombinát fogom. Bazd meg, Szergej, a jó kurva anyádat, hozd vissza a kombinát fogom. It's funny. Thank you very much. And now we'll be singing Mike Jenkins Russian song about Katyusha. A Russian song about what? The girl Katya, she's named Katya. 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 Катюша. Sing it for me. Скажи, выходила на берег Катюша. Давай. I can't do that. You can do that. Repeat. Ава Нагила. Накануне наступления 2014 года, года лошади, я хочу пожелать банально всем крепкого здоровья, удачи в хороших делах и в начинаниях, любви, веры в себя, веры в Бога. Ну и, наверное, не останавливайтесь на недостигнутом. Если сам не остановишься, то никто не остановит. С Новым годом! Михаил Кокляев. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный, самый. А я в Россию домой хочу. Так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел жену Оксану и дочь Яму.
собираюсь выступать и каждый день думаю, вчера нахера надо, Самый яростный шторм — это русский характер. Помогает нам верить, это русский характер.